Всех приветствую, с вами Борис Слобода. В этом видео мы рассмотрим приспособление для выравнивания плоских поверхностей с помощью ручного фрезера. Приспособление представляет собой две пары взаимно перпендикулярных направляющих, которые обеспечивают плоское перемещение обрабатывающего инструмента. Нижние рельсы крепятся неподвижно. В данном случае у меня они просто с струбцинами закреплены на столе. В качестве основы можно также использовать какой-то лист фанеры или лист ДСП. Но для начала я решил использовать просто такой вот способ крепления, используя стол в качестве основы. И по нижним рельсам у нас перемещается каретка для установки инструмента. Фрезер в свою очередь перемещается в самой каретке по направляющих. В данном случае я не использовал каких-то обвязок для него. То есть тут нет каких-то установленных на нем лишних деталей, приспособлений для скольжения. Просто как он есть, так вот я его использую. В принципе, некоторые устанавливают какие-то ролики или какие-то подшипники на специальной платформе. Ну, я попробовал в таком виде. Вроде бы неплохо получается. То есть, я думаю, для начала это нормально. Скользит он достаточно легко тут. И вот таким образом мы можем обрабатывать нашу плоскую поверхность. В зависимости от требуемой зоны обработки, конечно, величины этих направляющих можно делать разными. В данном случае я делал для обработки торцевых досок. Рабочая зона у меня получается где-то в районе 50 на 70 сантиметров. Подобное приспособление можно также использовать для выравнивания торцевых спилов, выравнивания столешниц и тому подобных задач. Также в качестве обрабатывающего можно применять и другие виды электроинструмента, к примеру, электрорубанок, плоскошлифовальную машину для тонкой обработки и тому подобное. Ну и для выравнивания длинных досок можно использовать и многометровые рельсы, по которым движется каретка. Для жесткости желательно применять древесину твердых пород. В частности, у меня тут использовался дуб и ясень. У меня как раз есть вот торцевая доска после склейки. Тут видно, что есть много неровностей всякого рода. Фрезу для обработки лучше всего использовать широкую, конечно, с широким захватом. В данном случае у меня применяется порядка 25 мм с закругленными краями. Такая вот. Ну и вот граница прохода сейчас мы делаем. Тут еще остались ямки, нужно будет чуть ниже опуститься. Может, полмиллиметра, миллиметра, наверное, еще один.
проход надо будет сделать. Ну а так в основном основные горбы сейчас снимаются. Зона не обработанная. Ну и вот у нас поверхность после выравнивания. Теперь остается обрезка, тонкая шлифовка. Доска будет готова. На этом пока все. Благодарю за внимание. Здоровья, удачи и творческих успехов всем.